Всем привет! Вы спросите, что за стрёмные кроссовки у тебя на столе? Да, кроссовки свое уже практически отходили. И, ребята, у меня есть проблема. Все кроссовки, которые без кожаного задника, то есть внутри стоит ткань, у меня протираются. Причем протираются они буквально за месяц ношения. Месяц, бывает и меньше. Вот сразу начинаешь носить, уже видишь катыши, начинают протираться. И как с этим бороться, в принципе, я знаю. Можно отдавать в ремонт. Зачастую я это забываю сделать, и они протираются до дыр. Куда-то идти не хочется, поэтому я решил попробовать отремонтировать самостоятельно. Возможно, у кого-то такие же вопросы возникают с обувью, и это видео будет полезно. Что для этого я возьму? Во-первых, вот такой вот клей-момент. Он всегда такой помятый, не знаю, он бывает новый, конечно, но он проверенный и всегда вот такой помятый, немножко закрученный, вот, но тем не менее надежный. Также для сравнения решил взять вот такой вот клей. Есть идея сравнить десяток разных клеев и посмотреть, какие же на самом деле хорошо клеят. К примеру, кожу, пластик, металл. Вот, если интересно, пишите вниз. У меня совершенно случайно вот такой вот здоровенный кусок кожи валяется. Я не знаю, как он у меня оказался и зачем он мне нужен. Что с ним делать, я тоже не знаю. Но вот починить пятки у кроссовок, я думаю, идеально подойдет. Он с одной стороны матовый, а с другой стороны, в общем-то, замшевый. Для того, чтобы правильно снять размеры для кожи, мне кажется, понадобится вот такой вот обычный лист А4. И самые обычные за $1 канцелярские ножницы. Я думаю, этого вполне достаточно. Естественно, клей момент, либо клей профессиональный. Вот, надеюсь, он клеить будет. Сейчас я вам покажу, как можно это все дело было починить. И, кстати, я одел одни кроссовки, которые тоже Adidas, которые мне не хотелось выбрасывать. И здесь мне мастер починил пятку. Сейчас я ближе покажу, как это все выглядит. Как это все выглядит вот в этих не сделанных еще кроссовках. И далее приступим, попробуем все это дело проклеить. Мне кажется, не обязательно шить, хотя я могу ошибаться. Почему-то профессионалы всегда это дело прошивают. Сейчас покажу как. Вот так печально выглядят кроссовки Adidas Neo. Причем они протерлись буквально сразу. И вот 2 года я ходил уже с такой страшной пяткой. Называется «Поленился отдать в починку». Какая-то серия Run Strong. Ситуация еще, наверное, хуже. Это вот такие летние кроссовки. Они начали вот здесь еще сверху протираться. Не знаю почему. Возможно, я что-то не так делаю. Но у меня все кроссовки, кроме единственных, были как-то Nike. Они вообще не протирались. Там какая-то металлическая нить была вплетена. Но все остальные, вот для примера, уже не Adidas. Чтобы так не обсирать фирму Adidas. Фирма Diesel. Вся та же ситуация повторяется, причем здесь кроссовок, мягкий, по идее не должно было бы этого случиться, но вот ситуация вот такая. А вот такая вот серия ZX750, классные, удобные кроссовки, поэтому мне их сразу же жалко стало после того, как они начали протираться. Я пошел к мастеру, и вот такое вот он дело сделал. Внизу это все дело проклеено, а сверху, если вы присмотритесь, прошито ниткой. Не знаю, насколько это эстетически идеально сделано, но по правде сказать, стало удобнее, чем было. То есть, когда была пятка, вот, которая была обстрепана, конечно, было, во-первых, когда снимаешь, стрёмно, во-вторых, не очень удобно. А вот с такой кожаной пяткой вообще отлично. Почему так не делают Adidas, хотя у них часть кроссовок сделана из замши и кожи, честно говоря, я не представляю. Итак, у нас есть лист бумаги. И с какого кроссовка начнем? Я попробую сделать на одном кроссовке. Если получится, сделаю, естественно, и первый, и второй. Вот. Но остальные уже подумаю, буду делать или нет. Все будет зависеть от результата. Первым на опыт попадет у нас Дизель. У него пятка менее всего надутая. То есть, мне кажется, для того, чтобы все это дело сработало, ткань, которая внутри идет, лишнюю нужно убрать.
Вот. А всю остальную подклеивать, ну, чтобы она максимально прилегала к самой пятке, чтобы когда мы приклеиваем кожу, она максимально ровно легла. А пока мы должны каким-то образом знать, какой же формы нам вырезать кожу. Вот. Я сейчас попробую буквально в несколько попыток с помощью бумаги это все дело проверить. А размер нам нужен именно такой, который закроет полностью поврежденные места. То есть максимально маленький, но при этом максимально подходящий по размеру. Самое ответственное, мне кажется, нужно аккуратно обрезать поверху. Потому что если сверху мы обрежем неправильно, то все наши действия пойдут на смарку. Поэтому надежным вариантом, мне кажется, нужно взять карандаш и все это дело обрисовать. И внизу мы делаем небольшой запас, потому что часть кожи, ну хотя бы полсантиметра, должно уйти под подкладку. Ну иначе оно опять же будет вылезать, мешать и ну его нафиг, проще такие кроссовки выкинуть. С помощью ручки, самой обычной, которая пишет, обрисовываем контур. Тут дело в том, что важен сам контур, потому что опуститься мы всегда вниз, мне так кажется, сможем. Приблизительный контур у нас готов. Мы его вырезаем. Для интереса посмотрел, как записывают ролики, к примеру, мастера по ремонту обуви. Они рассказывают всю технологию, говорят, тут все просто, и в конце берут профессиональную машинку и начинают это дело все прострачивать. Контур мы вырезали. Теперь нужно еще раз вставить и посмотреть, не накосячили ли мы где-то при вырезании. И все углы, мне кажется, нужно делать немножечко закругленными. Возможно, идея не самая толковая, но мне вот почему-то захотелось это все дело проверить, потому что иногда вот посмотришь на кроссовки, есть желание их выкинуть, но если можно их элементарно починить, почему бы это не сделать? С помощью куска кожи, который у меня оказался совершенно случайно, можно починить, я думаю, не 100 кроссовок. А если берете кожу, она должна быть мягкая. Вот эта кожа мягкая. Во-первых, ее легко будет расположить внутри кроссовка, во-вторых, работать с ней просто классно. Схема довольно простая. Просто прикладываете лист бумаги, обводите и далее вырезаем. Супер точность здесь не нужна. Что-то не совсем ровно. Сейчас попробую по кроссовку приложить. Мне кажется, нужно будет делать вторую попытку. На начальном этапе с помощью вот таких вот простых ножниц я удалил все лишние выступающие элементы. То есть весь вот этот мусор, который висел и который нам помешал бы нормально приклеить заплаточку на пятку. Пробую пальцем и в принципе практически везде идеально прилегает. Там где опять же прилегает не идеально, просто лишние элементы срезаете. Элементами удалили, а теперь вот эти все вот висящие, скажем так, тканевые кусочки я приклею к самой пятке с помощью клея. Все лишние элементы либо удалены, либо же подклеены. На мой взгляд, если есть возможность, максимально обрезаете. Вот эта вот подкладка, она начинается из-под стельки. То есть стельку можно немножко отодрать, если она вам мешает. И все это дело аккуратно поотрезать. Все, основная подготовительная работа у нас сделана. Теперь берем кожу, приблизительно примеряем, что все хорошо. Нужно будет сейчас немножко отодрать стельку, вот, чтобы вниз ее заправить, когда будем клеить. Обратную сторону намажем моментом и постараемся аккуратно приклеить. Когда заглянете под стельку, сильно не пугайтесь, скорее всего увидите что-то вроде вот этого. Стельку отрывайте аккуратно, чтобы она не порвалась, а уж поставить назад проблем не будет. Вот таким вот образом это все дело должно выглядеть. Теперь попробуем аккуратно, не вымазав лишних деталей обуви, это все дело приклеить. Так, как клей я выбрал непрозрачный, он шуток не прощает, поэтому вот здесь, видите, я немножечко промахнулся, но это не страшно, это все легко подровняется ножницами.
Когда основная проклейка закончена, сразу, видите, бросается в глаза вот эта вот белая часть. Мы ее промажем, ну, к примеру, тем же маркером, и я думаю, она будет практически незаметна. Как для первого опыта, наверное, нормально, но далее я понял, что нужно аккуратно вырезать. Если вы это сделаете, естественно, аккуратно будет прилегать, не будет вот таких вот небольших вырезов, переходов. Когда я веду пальцем, это все мягенькое, а ходить оно мешать не будет. Пятка легла везде отлично, никаких выступающих элементов нету. Снизу все лишнее закроет стелька. Я думаю, второй у меня получится более аккуратно. Таким образом все у меня получилось. Затратил я на это вместе со съемкой около 30 минут. На данный момент мне пока результат нравится. Здесь вот все классно прилегло. Здесь все держится, поэтому не знаю. На мой взгляд, неплохо. Вот единственное, вот эти вот белые канты мешают, но это дело все мы поправим. Отремонтировал я два кроссовка. Первоначальные, которые вот мы только что просмотрели, ремонтировался вот этот кроссовок. На первый взгляд все довольно-таки неплохо, но, как вы видели, в связи с тем, что не очень ровно изначально приложил вырезанную кожу, она приклеилась немножко выше, чем окантовка кроссовка, пришлось ее обрезать, ну и сами видите, так вот это все дело выглядит. Синим цветом я решил замаскировать срез кожи. И, кстати, это все делать нужно до того, как вы начали приклеивать заплатку к кроссовку. На мой взгляд, на втором кроссовке у меня все получилось намного аккуратней. Если честно, аккуратнее даже, чем делают в мастерских, хотя это был всего лишь второй кроссовок и вторая попытка. Сразу скажу, что нужно сделать для того, чтобы вот поставить такую заплатку. Первое. Вырезаем аккуратно вот такой вот макет из бумаги. Желательно, чтобы все линии были закругленные. Тогда, во-первых, намного лучше это все выглядит и намного лучше это все клеится. Использовать лучше прозрачный клей. Несмотря на то, что клей непонятно, в общем, какого производства, называется профессионал, но в связи с тем, что он прозрачный, намного удобнее это все дело клеить. Потому что если вы где-то не попали, этого просто не видно. А склеивающая способность, на мой взгляд, даже лучше, чем у того же момента. Справа первый вариант на моменте, второй на профессионале. Но здесь уже профессионал, потому что, во-первых, я ровно вырезал. Во-вторых, собственно, с первой попытки это все дело приклеил. Здесь тоже с первой, но не совсем попал. И сами видите. Если вы захотели отремонтировать кроссовки, абсолютно простой вариант. Нужно всего лишь полчаса времени, кусочек кожи, хороший клей. Кожа, единственное, нужно, чтобы мягкая была. Вот клеить замшей наружу или кожей, это уж сами решайте. Но я вот так вот решил, потому что первый я вырезал, хотел кожей внутрь клеить, а оказалось, что вырезал замшей. Для сравнения, вот так вот ремонтируют профессионалы. Ничего плохого сказать про крепость ремонта не могу. Здесь с этим все нормально. Ну, естественно, я в этом кроссовке ходил. Вот таким образом я сам это все дело отремонтировал. И, на мой взгляд, получилось даже интереснее, потому что швы, ну, на мой взгляд, такое себе удовольствие наблюдать. Конечно, можно это все дело прошить, но, на мой взгляд, это лишнее, потому что здесь-то никакой нагрузки не идет. Пятка немножко вверх завернута, вы обулись, и основное трение идет внутри. Поэтому, в общем, вот такой простой вариант. Возможно, вам также поможет. И вы без проблем, вместо того, чтобы выкидывать или нести в мастерскую, сможете вот так вот отремонтировать культурно кроссовки. На тканевых кроссовках вот такие вот косячки также возникают. Ну, по крайней мере, у меня так не на первых кроссовках. И если чуть-чуть походить, оно все это дело начинает разваливаться. И, собственно, кроссовок приходится выбрасывать. Это решается вообще элементарно. Вырезаете вот такой вот кусочек мягкой кожи. Единственное, клеите замшей внутрь, намазали, внутрь в правильное место приклеили, ну, по центру, скажем так, неприятности. Вот эти вот выступающие волоски также у вас к клею приклеятся, и все, вот дальше это все дело не будет расходиться. Остальные кроссовки, которые я показывал в начале обзора, я тоже отремонтирую, но я думаю, для того, чтобы понять, как это сделать, вполне себе хватит примера на двух кроссовках. Как видите, получается хорошо,
красиво и, в общем-то, никаких проблем с ремонтом не возникает. Вот с такого расстояния вы уже даже не заметите, что это было не так задумано, а было отремонтировано. Кому данное видео было полезно, не забываем подписываемся на канал.